Его убили. Почему его? Из сотни жителей нашей деревни именно он погиб. Кое-кто мог бы сказать, что сам виноват в собственной гибели. Я расскажу вам это так, как сама видела это. В нашей деревне он появился несколько месяцев назад, где-то в конце октября. Он был трактористом. Пока была зима, он расчищал дорогу ровно с 6 утра до 6 вечера. Свой старый добрый белорус он содержал в идеальном состоянии. Вовремя осматривал и ремонтировал его. Он вообще содержал все в порядке. Явно сказывалось военное прошлое. Железная дисциплина сквозила в каждом его жесте, слове и решении. Он был нелюдим. Редко с кем-то общался сам, а даже если общался, только по делу. Правда, единственным исключением была я. Когда он приехал и купил себе небольшой обветшалый дом, который через пару недель уже был восстановлен, я сама пошла с ним знакомиться. В ходе наших встреч он рассказывал о своем прошлом. Да, этот парень много пережил, и сейчас, на 45-м году своей жизни, ему хотелось лишь спокойствия. Мне понравилось слушать его. Частенько он разделял со мной ужин, и я действительно сильно привязалась к нему за это время. Так прошло 4 месяца. В ту субботу молодчики, как обычно, пришли по весне веселиться. Это уже была традиция. Они приходили каждый год и приходили к нам. Мы — это жители обычной затухавшей деревни, половина женщины и дети, от оставшейся половины 2/3 старики. Это можно было назвать настоящим террором. Дать им достойный отпор или воззвать к административным ресурсам было невозможно, чисто физически. Участковый, к которому был прикреплен наш участок, давным-давно уволился, а нового никто и не собирался назначать. Они приходили и начинали издеваться над всеми, кто попадал им под руку. Придумывали какие-то свои игры, отличавшиеся своеобразной жестокостью. И, естественно, это было насилие. Сколько бы в городе не было девушек, какими бы красивыми их не считали любители Балтики семерки и семечек от бабы Нюры, но в нашей деревне была естественная красота. Только вот красота практически каждой уже была нарушена ими. Нет, они не насиловали их в обычном понимании, но почти у каждой женщины в деревне были шрамы, оставленные ими. В этот раз их было 10, и пришли они чуть раньше намеченного. Видимо, не торопились после зимы. Бабки заметили их издалека и поторопились обратно в свои дома. В деревне сразу поднялась паника. Все побежали прятаться и прятать своих дочерей и сыновей в надежде, что их не достанут. Они, как обычно, начали первым делом издеваться над животными. Видимо, им нравился этот разогрев. Все шло как обычно. Никто не мог дать им отпор. В тот момент, когда они пришли, я сидела рядом с ним. Услышав шум на улице, он, видимо, догадался, кто это, так как был наслышан историями о них. Схватив нож, он засунул его себе за пазуху и вышел. Он шел так быстро, что я еле поспевала за ним. К тому моменту они уже шли по дороге, которая вела от стойла животных, откуда доносились горестные мычания коров, оставшихся в живых, к строениям деревни. Он появился перед ними неожиданно, и они опешили. Столько лет подряд они терроризировали деревню, а тут на их пути встал кто-то. Для них это было оскорбление и вызовом. Первый начал приближаться к нему бегом. Я не знаю, можно ли считать за самооборону, но он сделал то, что сделал. Слегка наклонившись, всадил нож ему прямо в шею. Я наблюдала издалека и успела увидеть, как нападающий упал, захлебываясь в собственной крови. Остальные бросились на него, и я поняла, что тут у него уже не остается шансов. Я сбежала, спряталась в ближайшем сарае и ждала. Они так и не пошли дальше.
Видимо, отнятой жизни им хватило. Когда я пришла на место побоища, он лежал на земле, а вокруг него было 4 трупа, 1 против 10. Он отдал свою жизнь за их 4. Судя по кровавым следам, которые тянулись от места их столкновения в обратную сторону, откуда они пришли, еще как минимум 2-3 были серьезно ранены. Они ушли. Все понимали, что они вернутся, но уже через год. Нынче они насытились насилием намного быстрее и понесли потери. Да, это было глупо с его стороны, но он сделал то, что сделал. Мало кому удавалось выжить после схватки с 10 бурыми медведями. Его похоронили очень быстро, так как могилы уже были заготовлены для тех жертв, которые должны были быть после их визита. Только на этот раз из 10 могил пригодилась только 1. А что касается меня, что я могла сделать в таком положении? Грустная и одинокая, я вернулась к нему домой, потерлась боком о ножку стола, полакала из миски молока и, запрыгнув на его кровать, свернулась клубком и уснула.